Всем доброй ночи. Точнее, пока еще добрый вечер. Вы знаете, дорогие друзья, в эти дни, после того, как я начала проводить работы и после того, как я объявила об этом, я не люблю тайны делать. Я открыто говорю. Так вот, результат не заставил себя ждать, и я думаю, что многие увидели это, причем очень быстро. Началась истерика, метание и прочее. Я всегда говорила, что любая ведьма обернет все в свою пользу. Любой враг может тебе сослужить добрую службу. Например, скажем так, рекламировать тебя. А реклама состоит в том, что люди, которые увидели воочию результат твоих работ, у них уже сомнений не остается в том, что ты можешь. Ведьма должна управлять той толпой, которая выходит против нее. Управлять и насылать на них безумие, пускать их по миру, опозорить и тем самым показать, что она может сделать. Я же сказала, смерть, смерть это слишком легко и просто. Потом смерть не все видят, да, что кто-то копыта откинул. А вот когда ты эту толпу позоришь, когда у людей начинаются непонятные галлюцинации, когда люди просто явно, откровенно позорятся, явно, откровенно, открыто уже, как бы сказать, вызывает полностью смех, вот тогда ты понимаешь, что действительно они работают на твое имя. Ты управляешь этой толпой. Ты делаешь, и результат не заставляет себя долго ждать, собственно говоря. То есть, если ты хочешь наказать своих врагов, возьми и опозорь их. Определенные вещи, определенные информации, которые нормальные мыслящие люди не станут говорить об этом, поскольку они понимают, что это бьет по их имени, да, что это вызывает смех, что это вызывает сомнения в их адекватности, эти люди начинают такие вот бредовые вещи показывать, говорить, рассказывать как величайшую истину. То есть тем самым вызывая недоумение, смех и позор на свою голову. Ты ими управляешь. Ты пинаешь их, как хочешь. Ты пускаешь их по миру. Ты над ними издеваешься. То есть вот насылая определенные силы на этих людей, на семьи этих людей, ты выводишь их на такие действия, позорящие их самих, что они сами как бы от себя не ожидали. Это нелегко, это непросто, это отнимает уйму сил, много времени, но если ведьма взялась за это, она должна делать. И я думаю, что работа, которая началась всего-то недели назад, да, чуть больше, может быть, настолько быстро показала себя, что все те люди, которые хотели в чем-то усомниться, даже у них сомнений не осталось. Итак, вот эта свеча, которая перед вами, эта свеча горела между двух могил. Свечу эту оставлять там не нужно. Нужно пойти, зажечь между могилами свечу. Почему я люблю работать с кладбищем? Потому что результаты очень быстрые. Понимаете, ритуалы погостные, они дают очень быстрые, очень сильные результаты. Как в одну сторону, так и во вторую сторону. То есть на погосте лечить, на погосте портить – это самое верное дело. Это самый ближайший путь добиться того, чего ты хочешь. Но пусть не создается впечатление, что все это могут, и что у каждого это получится, дорогие друзья. То, что у меня получается, это говорит о том, что у меня огромный опыт и сила за плечами. И вот тем молодым и начинающим, и тем, которые учатся у меня, которые видят, как я работаю, вот вам урок. Таким образом работать. И вот то, что я с вами с этим делюсь, это для того, чтобы на будущее у вас было очень сильное оружие против всяких выродков.
Очень сильное оружие – это ваша сила, знание, которое вас никто не отнимет, и опыт, естественно. Итак, зажигать нужно свечу на кладбище между двух могил. Найдите 2 могилы. Желательно, чтобы они были родственники. У меня есть там место одно уже, которое я заприметила. Там дочь и мать лежат. Вот между их могилами, между ними, нужно поставить эту свечу. Я думаю, что вы знаете, как надо это делать, но если не очень, я не в курсе дела, я вам сейчас расскажу. Итак, между могилами свеча. Ставится свеча, положите кусок хлеба, рюмку водки, попросите у могил помощи, называйте их имена. Естественно, они должны быть написаны, потому что это не безымянные могилы. Благодарите их за помощь и обещайте, что если они помогут в вашем деле, то вы принесете им дары. И вы это должны делать, как только вы увидите первые результаты. Отнесите туда коньяк хороший, отнесите водку, сигареты положите туда. Когда вы уходите, открывайте двери. Оставьте открытыми двери. Вы работаете на кладбище, вы работаете с могилами, а они вам, то есть взамен дайте им выйти, дайте им выходить из своих оград. Я потом объясню, почему, зачем это делается. Я как-нибудь сниму цикл работ с кладбищем. Собственно, уже снимала и не один ролик, но я сниму именно вот работы, ритуалы с кладбищем. Я вам объясню. Я люблю работать с кладбищем, поэтому в следующий раз, когда я буду там, я вам сниму так немного ролик. Обычно, когда ты хочешь, чтобы твоя работа получилась, лучше это не показывать. Я имею в виду кладбищенскую часть, да? Эту часть лучше не показывать, не говорить, она быстрее получится. Потому что если это открыто, если это видно, да, это немного так срывает планы. Поэтому пока я не буду с камерой туда ходить, но как-нибудь пойду вам покажу. Итак, как учебные пособия, потому что многие так просят. У меня спрашивают, скажите, пожалуйста, Инга, что вы насылаете на них, что они так обезумели, что они просто уже вывели своих детей, показали, уже опозорились в конец, уже бредни выставляют как за величайшие какие-то сны и пророчества, уже действительно стали посмешищем, сходят с ума. Безумие, страх, значит, мысли навязчивые, да, какие-то нездоровые представления о жизни, перепутали они уже реальность с фантазиями и прочее, прочее. Что это такое? Вот еще один сильный ритуал, сильная работа, которая будет выполнена. Она уже 3-й раз выполняется, собственно говоря, за год. И каждый раз результаты не заставляют себя ждать. Но в данный момент 1-й раз я вам это показываю. И заодно я и сама это сделаю, да, не помешает. Лишний удар по харе не помешает. Это усилит сейчас вот это все. После этого за очень короткое время выйдут очень много роликов, очень много безумных разговоров, очень много неадекватного поведения, и вы тому будете свидетели. Итак, начнем. Помните, да, когда мы мракобесие на врагов наслали, как упал им, все разбежались, взяли свои манатки, эти ее супергуру и молодые все колдуны, и все такое, и все по очереди ушли. Результат очень быстрый, особенно через погост. Зажигаем траву, опять же траву. Давайте я не буду называть. Назову, когда будет нужно. И кому будет нужно. Потому что простому человеку это незачем знать. Итак. Начнем, пожалуй.
Назовем это наслать сумасшествие. Безумие уже есть, а это уже явное сумасшествие. Свеча поминальная между двух могил горела, а под землею тело покойников тлело. О ты, мать земля, горючие слезы по покойным лила. О душа погостная, последний путь их проводила. Призываю свечой, что горела между двух могил, и прошу я помощи у безжалостных сил. Сходитесь воедино из тенетов мрака, придите на помощь мне из глубины ада, души гиблые из немого града. Насылаю я на врагов безумие, отнимаю сон, по миру пускаю, как свеча горит, поминальная, так душа горит, и разум кипит от страха и мук их души, душа кричит. О тени бестелые, возникните пред ними, во снах, как кошмары, наяву, как мороки, безумные склоки. Двумя могилами заклинаю, силу страшную выкликаю и на врагов насылаю. Сходитесь воедино из тенетов мрака, придите на помощь мне из глубины ада, души гиблые из немого града. Кручу ими, верчу ими, а духи черные все услышали, все увидели, все исполнят в срок. Хаос создаю, вас кручу, верчу, по миру пущу. Как пред демоном духи голову склоняют, так предо мною враги склонились. Я ими управитель, я их повелитель. Опозорю, свожу с ума от мала до велика, и на то воля тьмы. Сходитесь воедино из тенетов мрака, придите на помощь мне из глубины ада, души гиблые из немого града. Да будет исполнено в срок, что сказано. Разум отнимаю, по миру пускаю, позорю, уничтожаю, заклинаю. Читать можно столько раз, пока не почувствуете холодок по спине. Я пока не чувствую, поэтому, когда камеру выключу, прочитаю еще много раз. Свеча должна догореть. На следующий день относите огарки свечи, 13 монет и водку. Туда же, между двух могил. Все это надо положить, откупиться и сказать: твое тебе возвращаю. Отвернуться и уйти. Постарайтесь некоторое время возле этих могил не появляться. Всем удачи. И тем тоже, которым Склифосовский будет очень рад.